Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня, друзья, у нас очень интересное будет видео. Мы будем говорить о активности рынка жилой недвижимости по целой Украине. То есть мы будем говорить о проданных, соответственно, купленных квартирах на всей территории Украины. Период сравнения у нас будет 2025 год. Прошедшие, естественно, да, данные Министерства юстиции Украины будем сравнивать с 2024 годом. Это будут у нас краткосрочные такие колебательные процессы, что произошло за год. Вы помните, все узнается в сравнении. Так вот, мы применим этот, так сказать, метод, да, статистического анализа. И, конечно же, в конце видео, друзья, подводя итоги, насколько, так сказать, активен или не активен рынок жилой недвижимости Украины по продажам, мы сейчас говорим уже о проданных квартирах и, соответственно, купленных, я покажу вам интересную статистику. Длина исследования будет 25 лет. С 2000 года это официальные данные, которые вы без труда можете найти на сайте службы статистики Украины. Ну, для того, чтобы вы не искали и не напрягали, так сказать, свое серое вещество, потому что это длительный процесс, я это сделал за вас. И посмотрим вместе и ответим на вопросы, которые чаще всего мне задают люди, которые смотрят меня. Андрей, так что же все-таки произошло с рынком недвижимости? Почему растет стоимость квадратного метра? Насколько много или мало продается недвижимости? Вот на все эти, друзья, вопросы я отвечу вам в конце видео. Или, по крайней мере, поразмышляем на эти вопросы, и я постараюсь, конечно же, высказать свое предположение. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Будем разбираться, что произошло с активностью рынка жилой недвижимости, в общем-то, целой Украины. Благодаря статистическим данным, которые на своем сайте любезно предоставляет всем нам, кто умеет работать со статистикой. Естественно, это Министерство юстиции. Да, это Министерство юстиции, все правильно, да. Не служба статистики, а Министерство юстиции. По-моему, я вначале говорил, что это служба статистики. Нет, это Министерство юстиции. Итак, друзья, да, кстати, ссылку оставлю внизу в описании видео, оставлю ссылку на первоисточник. Вы сами, конечно, можете посмотреть, но еще раз повторюсь, там информация в таком формате, он достаточно неудобный. Там PDF-файлы выложены в виде картинки, рисунка, то есть вам, первоисточник оставлю, конечно же. Итак, друзья, начнем с того, что называется структура, то есть количество транзакций. Это, к сожалению, не моя, я по-другому сделал, да. Структура, по которой, в общем-то, дает нам Министерство юстиции понимание, что происходит. Структура рынка недвижимости по, так сказать, отчуждению прав собственности на недвижимое имущество. Напомню вам, что отчуждение прав собственности – это не только договора купли-продажи, здесь есть смены, здесь есть договора дарения. Мне многие, кстати, за это критикуют и говорят: нафига нам нужны твои договора мены или договора, там, условно говоря, дарения? Друзья, мне они, может, тоже нафиг не нужны, но такая структура была заложена изначально Министерством юстиции, то есть показывают все договора отчуждения, а это, еще раз повторюсь, не только продажа. Итак, не обессудьте, первый источник сброшу, смотрите сами. Если кому понравится, лайк поставите, если не понравится, дизлайк поставите, или же сами на основе того первоисточника, который будет внизу в описании канала, сделайте подобные исследования и поделитесь, в том числе со мной, мне будет приятно. Итак, начнем со структуры.
Всего в 2025 году это общее количество транзакций 378 250 договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. То есть не только купля-продажа, но и дарение, мены. Что, в общем-то, показало нам снижение активности в целом по договорам отчуждениям, сравнивая с 2024 годом на 9,2%. Ну, давайте я вот для вас облегчил красным, выделил это именно то, что касается продажи недвижимости. Ну, чтобы вы просто не заморачивались на мены, дарения и так далее. Хотя очень интересный факт, и он год от года, так сказать, повторяется. Мы видим, что в целом в структуре на рынке отчуждения прав собственности на недвижимое имущество преобладает, конечно же, договора купли-продажи. Всего это 54%. Ну, а то, видите, это общий такой пирог, он поделен на доли. Ну, я просто буду пытаться достучаться до вас. Так вот, одна или самая большая доля в этой структуре принадлежит купле-продаже. 205 616 объектов было продано жилой недвижимости. Это квартиры и жилые домовладения, что составляет 54%. Вот видите, красным вот здесь я вам показывал. Что, друзья, показало в свою очередь, внимание, рост на 15,1% активность выше, чем в 2024 году. То есть по факту, подводя итоги, мы можем смело сказать, что по продажам недвижимости, это квартиры и жилые домовладения, было больше продано в 2025 году, соответственно, ну и больше куплено. Естественно, там, где есть продавец, там есть покупатель. А вот договора дарения занимают, друзья, 29% в структуре всех транзакций на рынке недвижимости Украины. То есть много это или мало, друзья? Ну, для примера скажу, что в прошлом году, в 2024 году, договора дарения составили порядка 45%. То есть половина рынка недвижимости было практически подарено. То есть это, скорее всего, связано, ну, может быть, с войной, да, скорее всего, с войной. Родители детям, может быть, мужья женам. Но вот такой факт, что все-таки договоров дарения в 2025 году стало немного меньше. Это всего лишь 108 672 договора дарения квартир и жилых домовладений. Ну, а дальше, друзья, вы сами видите, то есть маленькие такие дольки, где-то это 0%, где-то 1%. Давайте поговорим о более таких существенных, да, другие договора отчуждения. Вот такого замысловатое название в Минюсте придумали. Другие договора отчуждения, друзья, мы специально узнавали, ну, в свое время дописали письмо от общественной организации, в которой тогда я представлял. Так вот, это коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость, ну, помимо жилой недвижимости, которая, видите, вот такая 205 616 объектов было продано, жилая это домовладение и квартиры, а это коммерческая недвижимость, всего было продано коммерческая недвижимость, чтобы вы понимали, это и офисные помещения, это и торговые помещения, это и складские помещения, это и производственные помещения, это и административные здания. То есть это все так сказать, в Министерстве юстиции обозвали другие договора отчуждения. Итак, в целом коммерческой недвижимости было продано 42 083 объекта, что в структуре составляет 11%. То есть это на третьем месте после договоров дарения мы видим. Да? И вот смотрите, здесь, друзья, что, внимание, на 15,9% показываю, что вот видите, вот эти 42 083 коммерческих объектов было продано в 2025 году, в 2024 году это 36 298. Итого рост активности, больше было продано коммерческой недвижимости на 15,9%. Друзья,
Вспоминаем, что происходит с недвижимостью последний 2025 год, который полностью, в общем-то, уже прошел. Это год, когда мы увидели рост на жилую недвижимость, стоимости, именно стоимости, так и коммерческая недвижимость также росла. Кстати, росли и домовладения, и земельные участки. Вот видите, как статистика подтверждает, в общем-то, вот эти настроения рынка, назовем его, да, начинает расти стоимость квадратного метра, и начинает она расти в связи с тем, что больше появилось покупателей. Вот эта цифры отражают количество купленного и недвижимого имущества, как коммерческой в данном случае недвижимости, на 15, на 16% округлим больше в сторону. То есть появляется больше спрос. Соответственно, растет стоимость квадратного метра. Закономерность очевидна. Да? Есть еще такой закон, это, ну, наверное, многие знаете, закон спроса и предложения. Вот он как раз и говорит о том, как, когда увеличивается, так сказать, количество желающих приобрести тот или иной товар. При этом, кстати, рынок недвижимости, я не хочу сказать, что он ограничен прямо, наоборот, достаточно много предложений. Но вот впервые за годы войны мы увидели, что спрос, в общем-то, поднялся. То есть это говорит о том, что появилась какая-то прослойка платежеспособного населения. Откуда она появилась, ну, сложно мне сказать. Может быть, военные, может быть, ТЦКшники, может быть, эти милиционеры, которые ловят людей на улице вместе с ТЦКшниками. Может быть, кстати, как вариант, сами свое сформулируйте видение данной проблемы и напишите, почему поднялась стоимость квадратного метра, почему увеличилось количество проданных, соответственно, купленных квартир. Мне будет интересно. Еще одно из... Я вам просто набрасываю, так сказать, для размышления информацию. Всего в Украине, несмотря на то, что снижается количество населения, многие эксперты говорят, что это уже 20 миллионов, хотя до войны это было у нас, друзья, 42 миллиона. Я все-таки считаю, что 25 миллионов, и у меня записано видео, как я посчитал данную цифру. Так вот, из 25 миллионов проживающих людей, то есть это и старики, как оно называется, дети, да, ну и так далее. 300 тысяч чиновников, это люди, которые, ну, как бы обслуживают вот это большое государство. Чиновники, причем разных уровней, да. Ну вот у меня сразу такое предположение, может быть, чиновники как раз и разбогатели, да, за это лихое время. И вот цифра очень похожа на количество. Ну, понятно, что не все чиновники топовые позиции занимают, и не все могут воровать, как не в себя. Кто-то, может быть, и скромно, там где-то живет на одну зарплату. Но вот цифра 205 тысяч объектов жилой недвижимости, она как-то очень коррелирует с количеством чиновников. Я это, конечно, ну, подшучиваю, но вы напишите на самом деле ваши соображения по этому поводу. Итак, дальше, друзья. Смотрим, что у нас третье, четвертое место: договора ипотеки, квартир и жилых домовладений. Всего лишь 3% в, так сказать, в этом пироге, да, в структуре отчуждений прав собственности на рынке недвижимости Украины занимает всего лишь 3%. В абсолютных цифрах это 11 606 объектов жилой недвижимости. Смотрим на табличку, друзья. Табличка, которая нам говорит, что же произошло с ипотекой. Ну, ипотека, вы же знаете, да, это когда люди покупают недвижимость с помощью кредита, да, то есть берут деньги в кредит у финансовых учреждений. Так вот здесь видим, друзья, все не очень весело. Здесь как раз мы видим, что ипотеки было выдано в 2025 году меньше, чем в 2024 году. Всего это 11 606 объектов жилой недвижимости было, так сказать, прокредитовано финансовыми учреждениями, что на 4,9% меньше, чем в 2024 году. Другие договора ипотеки, друзья, вот здесь очень опять интересная информация.
А вот другие договора ипотеки, помните, я вам говорил, что сформулировали вот по такой дефиниции другие договора, это коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость, под которую финансовые учреждения выдали кредиты в 2025 году, это 5658 объектов коммерческой недвижимости. Видим, что в 2024 году это было 4783 объекта коммерческой недвижимости, что на 18% больше было выдано ипотечных кредитов бизнесу, что тоже, в общем-то, заставляет, друзья, что задуматься. Ну, если здесь, где просто выросла стоимость вернее, количество купленных квартир, здесь мы предположили, да, что все-таки есть такие прослойки населения, да, которые жируют во время войны, я даже их перечислил, вы мне, надеюсь, напишите ваше соображение по этому поводу, то вот с коммерческой недвижимостью здесь, друзья, у меня как бы, ну, опять же, есть тоже предположение, но бизнес, кто реально занимается бизнесом, друзья, а я на протяжении, ну, уже, наверное, 30 лет, больше, наверное, занимаюсь бизнесом. И, так сказать, когда жил еще в Украине, не благодаря государству, а вопреки, не просто, так сказать, выживали мы, а и развивались. То есть дела с бизнесом в Украине на сегодняшний день ну, обстоят очень паршиво. У меня очень много видео записано на эту тему. А вот почему тогда вопрос на 15, нет, не на 15, а на 18% больше было выдано ипотечных кредитов под коммерческую недвижимость? Попробуйте на него ответьте. У меня единственный ответ на все это. Последние, так сказать, 4 года мы наблюдали активность именно в сегменте коммерческой недвижимости, не только по ипотечным кредитам, и по, вот видите, просто по продажам. Все-таки я предполагаю, что до войны было достаточно много, так сказать, совместных предприятий, где были учредителями, бенефициарами люди, которые сейчас их называют плохими словами. Да. Ну, то есть с Российской Федерацией партнеры, которые много совместных предприятий было и так далее. В основном это касалось коммерческой недвижимости, то есть газетов, заводов, пароходов. Я вот просто думаю, что вот это обезжиривает сейчас всех вот этих людей, которые в свое время у которых были совместные предприятия с Украиной, ну и под шумок, конечно, себе, так сказать, это самое, кто под кредит, кто просто приобретают данную коммерческую недвижимость. То есть идет банальное перераспределение. Помните, как говорил наш классик, да, грабь награбленное. То есть вот примерно то же самое сейчас происходит перераспределение бизнеса. Я имею под бизнесом оставшиеся после Советского Союза крупные промышленные предприятия, ну и так далее. Крупные, средние, можно и малые говорить тоже, да. Вот я только с этим эту активность связываю, по-другому не могу объяснить. Ну, вы напишите, может быть, вы лучше меня знаете ситуацию. Итак, подводя итоги, мы, в общем-то, делаем выводы, что активность на рынке жилой недвижимости на 15% увеличилась, активность на 15, на 16% на рынке коммерческой недвижимости увеличилась по договорам купли-продажи, значит, и, естественно, увеличилась в ипотеке коммерческой недвижимости аж на 18%. Мы увидели, больше было выдано ипотечных кредитов. Но все остальные сегменты видим минус, 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 но они нас не интересуют. То есть это такая структура подачи информации, отчуждения прав собственности, недвижимости по Украине. Ее придумал Минюст, не я. Но я вычленил и показал вам красным шрифтом, что происходит в тех сегментах, которые нас действительно интересуют. Дальше, друзья, переходим также к очень интересному слайду. Здесь я, так чтобы вы просто понимали, что ну, со статистикой можно работать, когда вы правильно, так сказать, доносите цифры. Также можно манипулировать статистикой. Я никогда это не делал, но многие люди, кстати, очень даже любят это делать. Да? Так вот, если манипулировать статистикой и сравнивать 2024 год с 2025 годом, вот как здесь, да,
то мы увидели, что, друзья, по интересующим нам сегментам динамику роста, да, и, соответственно, вы можете сделать заключение, что все, рост начался, все как бы здорово. Объяснить, почему он начался, никто не сможет мне, а может и сможет, напишите, да. Но я свои предположения высказал вам. А вот если сравнивать истинную картину и от частного, помните, я всегда в своих видео говорю, что я использую научную методологию. Есть метод индукции, то есть когда мы рассматриваем частный случай и потом уже обобщаем и делаем какие-то выводы, да. Так вот сейчас мы как бы идем от частного. Мы рассмотрели погоду, что произошло, сравнивая 2025 год с 2024, что произошло с активностью рынка недвижимости. Давайте рассмотрим еще более глубокий срез времени, довоенный. Видите, 2021 год с 2025 годом сравним. В целом, чтобы опять просто вы понимали, вот это верхнее, это все транзакции, это отчуждение прав стоимости, вернее, отчуждение прав собственности на недвижимое имущество в Украине. Было 577 тысяч до войны, 388 транзакций. А сейчас, повторюсь, в 2025 году прошедшем 378 250, что на 34% меньше. Но помним, да, нас не интересуют договора дарения, нас не интересуют там мены там, и всякая остальная такая вот так фигня, назовем это, да. А вот договора купли-продажи нас интересуют. И смотрим, что до военных 372 725 объектов жилой недвижимости. И домовладений было продано. А сейчас это всего лишь 205 616. Что, друзья, цифра говорит сама за себя. 45%, минус 45%. Почти наполовину активность снизилась в сравнении с довоенным годом. Поэтому, ну, в общем-то, более длительный период времени нам на самом деле говорит, что рынок недвижимости не восстановился. И вряд ли в ближайшее время восстановится. И вот эти незначительные, я вам там покажу колебания год от года, где-то он вырос, где-то он снизился, они, в общем-то, ни о чем не говорят, это всего лишь флуктуации. А вот если смотреть о тенденциях, то мы видим, что рынок недвижимости продолжает падать по активности аж на 44,8%. Что произошло у нас, друзья, с договорами отчуждения коммерческой недвижимости? Вот здесь тот феномен, о котором я вам уже говорил. В 2021 году было 28 490 объектов коммерческой недвижимости было продано, а в 2025 42 083 объекта коммерческой недвижимости, что на 47,7% выросло количество транзакций по коммерческой недвижимости. Друзья, еще раз вспоминаем то, о чем я говорил. То есть это всего лишь мое предположение. На фоне разрушающейся экономики, чтобы бизнес себя вел таким образом, да, ну, это очень маловероятно, то есть, скорее всего, это связано с тем, что, как я выразился, грабь награбленная, то есть современные, так сказать, властимущие люди, да, которые, они просто отбирают то, что было честно, нечестно добыто, так сказать, предыдущими поколениями политической элиты. И это отражается вот в этих цифрах. То есть за бесценок скупают или просто выгоняют людей. Ну, то есть я вам говорил, приводил примеры, что очень много, так сказать, было совместных предприятий, где русские входили в долю бизнеса. Все это, естественно, сейчас обезжиривается, да, и мы видим это именно в этих цифрах. Это мое объяснение, могу ошибаться. Напишите свои предположения, мне будет интересно. Вот договора ипотеки, друзья, они очень хорошо служат, и они коррелируют договора ипотеки с договорами купли-продажи, просто без ипотеки. Видим, что 11 606 договора ипотеки это на жилую недвижимость было выдано в 2025 году, а в 2021 году это было 22 294 договора ипотеки, что показало снижение на 47,9%. То есть рынок ипотеки на 48% продолжает снижаться, и он вряд ли скоро восстановится. Почему? Потому что, ну, платежеспособного, друзья, населения очень мало, действительно очень мало.
А рынок ипотеки по коммерческой недвижимости, друзья, показывает также в целом снижение на 37,2%. Несмотря на то, что вот договора ипотеки коммерческой недвижимости вверх переходим в 2025 году по сравнению с 2024 показали фантастическую динамику роста, то в целом за весь период войны это видим снижение на 37,2%. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно увидеть цифры не только, которые характеризуют флуктуации, то есть колебания длиною в 1 год или в несколько лет, а я вам показал уже общую картинку, то есть метод дедукции, когда, еще раз повторюсь, мы говорили о методе индукции от частного к общему, а метод дедукции уже позволяет в целом видеть всю картинку, и человек, который занимается исследованием, он идет от общего понимания этой картинки, да, спускается к частному. То есть вот мы совместили два этих метода, и очень, ну, мне кажется, красочно, на цифрах тем более, мы видим, что понимать, что происходит с рынком в целом, надо видеть всю картинку. И без метода дедукции нам не обойтись. Продолжаю демонстрировать вам, как работает метод дедукции. Ну, в своих исследованиях, понятно, что. Я говорю, друзья, очень упрощенно, для того, чтобы было понятно. Итак, друзья, перед вами уникальный контент. На просторах интернета вы не найдете такой, поверьте мне, я давно, так сказать, занимаюсь исследованиями рынков, и я знаю, мониторю практически всех конкурентов, ничего подобного вы не найдете. Хотя эта информация, друзья, она в открытом доступе и лежит на сайте Министерства юстиции. Я ссылочку вам положу вниз при описании, сами можете заняться подобными исследованиями. Так вот, я просто потратил время определенное, собрал всю информацию. Информация касается здесь, значит, количества транзакций. Сюда я только жилая недвижимость и только ипотека жилой недвижимости. Поэтому цифры немного будут отличаться от предыдущих цифр. Почему? Потому что здесь я в количество транзакций жилой недвижимости, исключительно жилой недвижимости, добавил еще ипотека жилой недвижимости. То есть объединил этих два показателя. Ну, какая разница, покупает человек квартиру, в ипотека берет кредит или не берет, в любом случае это транзакция по учреждению прав собственности жилой недвижимости. И вот смотрите, начали с 2000 года. Почему с 2000 года? В 2000 году у нас есть информация о том, что происходило с транзакциями. То есть до 2000, по-моему, 2012 года это была закрытая информация, и вы ее не найдете нигде, вы только можете найти у меня. Почему? Потому что в свое время я писал с моей коллегой Светланой Бовсуновской письмо в Министерство юстиции, тогда еще была, по-моему, Лукаш, или там был еще министр, его, не помню, Паша Мерседес звали. Ну, в общем, неважно, да, то есть это было давно, и данная информация приходила нам по нашему запросу исключительно. И только там, по-моему, с 2012 года эта информация стала публиковаться на сайте Министерства юстиции. Поэтому вот этот период времени вы нигде не найдете, кроме как у меня. Итак, начнем с того, что 2000 год было продано квартир, включая с выдачей ипотечных кредитов, 470 901 квартира. Дальше, друзья, мы видим, кстати, хочу вам на примере показать, что рынок имеет цикличность. То есть, что такое циклы? Это развитие рынка во времени. Циклы делятся на фазы и стадии. Так вот, данный график, рисунок, здесь, кстати, видите, я провел линию тренда, аппроксимирующая линия тренда, то есть она более-менее сглаживает вот эти выбросы такие, да. Но это очень четко показывает, как циклично все происходит на рынке, в данном случае недвижимости. Количество вот этих проданных квартир, если такую же совместить диаграмму с стоимостными параметрами, она один в один повторяет
вот этот график, друзья, даже ну, во временных точках. Вот видите, здесь время есть, рэперные точки, которые, в общем-то, нам показывают, в какой год сколько было продано квартир. Итак, начинаем наше интересное путешествие длиною 25 лет, друзья. Подумайте, как это много. Многие, которые меня смотрят, я вижу просто там есть 21 год, да, категория, они еще тогда даже в планах не были у своих родителей. Итак, видим, что пика роста по продажам был достигнут у нас в 2004 году. Это 796 248 квартир было продано, включая ипотечные кредиты. Да? То есть я совместил. Если мы вспоминаем, что происходило до 2004 года, мы, друзья, с вами вспомним, что это период, так сказать, действительно роста был. И данный период роста стоимости квадратного метра, мы сейчас говорим о показателе еще и стоимости, я просто как бы параллельно вам рассказываю, что происходило. Стоимость также росла. И росла она, друзья, а вот видите, вот здесь, или я не вижу, у меня что-то мешает, вот эту надо вылетело, да. На самом деле это 2007 год, это где-то было чуть больше, наверное, это 800 тысяч. Почему здесь, ну, исправлю, друзья. Только сейчас заметил, блин, извините. Где-то было порядка 800 тысяч объектов жилой недвижимости продано. 2007 год. Вспоминаем, что такое 2007 год. 2007 год – это последний год, когда рынок активно рос в стоимости, активно предложение мы видели, да, то есть продажи, то есть эта активность рынка тоже вырастала. А вот в 2008 году случился экономический кризис, мировой финансово-экономический кризис, который, в общем, обвалил рынок недвижимости как в стоимостных показателях, то есть стоимость резко стала снижаться, так и в количественных показателях, то есть, естественно, меньше стали продавать и покупать недвижимость. Вот, видите, данный график подтверждает. Единственное, что вот здесь вот эту пиковую точку, почему-то я ее не отметил. Ну, я вам пересказал, надеюсь, вы поверите на слово мне. Дальше мы видим, друзья, период, когда финансовый, мировой финансово-экономический кризис сделал свое дело. То есть стоимость квадратного, я очень хорошо помню это время, стоимость квадратного метра снижалась, как и снижалась в целом активность по продажам. Итак, мы видим, что 2013 год активно снижалась как стоимость квадратного метра, так и, ну, в данном случае мы говорим о активности, снижалась эта самая активность договоров купли-продажи. Хотя в целом, если вы посмотрите 11, 12, 13 год, здесь был небольшой такой всплеск, потом опять снижение. Вспоминаем, что у нас было 11, 12, 13 год. 11, 12, 13 год, друзья, ознаменовался, если вы посмотрите, что происходило в ту далекую пору с денежной единицей, которая называется гривна. Так вот, денежная единица гривна именно с девальвацией ее, обесценивания по отношению к доллару, особенно ну, так, было заметно, назовем так, да, это 2011, 2012, 2013 год. То есть девальвировала национальная денежная единица, и люди, понятно, что там, хотя недвижимость вторичного рынка вся она за доллары продается, или там за евро, то есть каким-то образом люди, в общем-то, вкладывали, наверное, в недвижимость, защищая от девальвации деньги, которые у них были накоплены. Дальше, друзья, 2014 год, вспоминаем, да, война на, ну, во-первых, Крым, не наш уже, потом война на востоке страны, та, которая длилась достаточно долго, но население Украины предпочитало в целом не замечать данного факта. И во время войны, как ни странно, да, активность рынка также, видим, была достаточно, ну, повышена, поднималась активность, больше было продано квартир. И максимально мы это увидели в 2021 год. Было продано квартир 577 388 квартир было продано в 2021 году. То есть достаточно, ну, активен был рынок недвижимости.
И тут, друзья, внимание, вспоминаем 2022 год. Что происходило в 2022 году, а точнее в феврале 2022 года, 24 февраля, началась война. И вот посмотрите, как рынок недвижимости отреагировал, то есть на все вот эти, так сказать, военные действия, да. То есть мы увидим, что количество проданных, купленных квартир сократилось не просто в разы, то есть если 577 тысяч, то первый год войны это 187 тысяч, да, ну во сколько? Ну почти в 3 раза, ну в 2 пускай будет, 2,5. То есть так очень сильно война повлияла на активность рынка. Ну и последние 4 года войны мы видим, что, друзья, флуктуации, то есть вот эти колебательные проценты. Чуть больше, 216 тысяч было в 2023 году квартир продано и куплено. Потом меньше, 190 тысяч в 2024 году. В 2025 году 217. То есть вот эти флуктуации, незначительные колебательные процессы. Но если мы сравним период 25 лет, видите, 2000 год, 2025 год, вы без труда сможете увидеть, насколько в 2 раза практически, как я говорил, да, ну 470, а здесь 217. Практически в 2 раза снизилось количество людей, которые способны купить недвижимость. Так что вот такая вот, друзья, занимательная математика. И, соответственно, если отвечая на ваш вопрос, что произошло с рынком недвижимости, за период войны стоимость снижается, за период войны, если мы возьмем, опять же, вот видите, довоенный период, снижается количество людей, которые приобретают недвижимость, то есть все закономерно. Ну, я вам дал ретроспективу даже 25 лет, чтобы у вас, так вы вспомнили, да, с чем были связаны взлеты и падения рынка недвижимости Украины. Друзья, ну, вроде как, смотрите, очень подробно вам рассказал, показал на цифрах, то есть, что называется, прикладная математика, да, насколько она может быть интересна. Но мне это интересно всегда, возможно, вам не интересно, ну, я постарался максимально сделать видео таким, чтобы оно было доступно и интересно. Поэтому, друзья, подводя еще раз итоги, прошу, подписывайтесь на мой канал. Рынок недвижимости, естественно, который измеряется показателями стоимости, снижается, показателями активности, сколько было продано квартир, видим, снижается. И это все соответствует реалиям сегодняшнего дня. Во время войны по-другому не может, друзья, происходить. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Обязательно подпишитесь. И также вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен и надеюсь, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.